Иду на посадку на рейс, который вылетает в Марокко. Очередной этап Кубка мира, и я его посетю, но в этот раз не в качестве пилота, об этом немножко позже. Хочу просто вспомнить, как все начиналось. Я имею в виду мои влоги, мои видео. Все было 2015 год. Все началось с простой камеры, которая случайно оказалась у нас в машине, когда мы застряли где-то в Чили. Но команда уже здесь. Идет посадка на рейс. Уже узнаю знакомых ребят. Да, движуха начинается. 2015 год. Золотое время казахстанского автоспорта. В то время гонялись очень много экипажей, и кворум на любом этапе Кубки мира был просто колоссален. Только с Казахстана выезжало где-то до 8 экипажей. А на Дакаре мы представляли наш бренд, команду Астану, в качестве 4 экипажей. Это был Айдын Рахимбаев, Баужан Исабаев, Денис Березовский и я. Причем хорошие результаты показывали абсолютно все. Но другая же категория, другие ребята, это команда Mobilex, они закрывали другой континент, это была Африка. В Африке они также выигрывали Eco Africa Race. Команда Mobilex привезла оттуда много золота. Ну, мы же здесь. Ну все, я побежал на посадку. И до скорой встречи в эфире, как говорится. Давай, я в Марокко завтра. Позвонили, как бы сказали, что стоят пацаны уже достаточно давно. Ну, не знаю, в чем причина. С турбиной отказов, по-моему, не было у него раньше, ни разу. Но если турбина накрылась, то это, конечно, не просто и не быстро. На месте такой можно осуществить? Нет. Да, если это участок, например, там каменистая пустыня, просто прямой участок, прямолинейный, ну, без профиля, без уклонов, да. Даже если он с небольшими профилями, уклонами, там проблем нет. Можно подоткнуть пониженную и, по крайней мере, со скоростью 5-7 км в час как-то двигаться. Но если это пески или просто мягкие грунты с профилем, вязкие, то этого сделать невозможно. Так или иначе, машина за счет своей тяжести в какой-то момент остановится и поползет обратно. И чтобы взять ту или иную вершинку, да, тебе нужно определенное ускорение. А ускорение без турбины как возможно? Машину просто не разгонишь. Бескрайние красивые горы Чили, где есть все, кроме жизни. У нас проблема техническая. Прогорел клапан около турбины, и весь огонь пошел в сторону двигателя. Когда мы это почувствовали, остановились, уже был огонь, и, конечно, клапан выбило полностью. И сейчас мы обездвижены. До финиша 100 километров через горы. Без турбины машина не едет совсем, поэтому мы не знаем, что делать. Нужна сварка, а другого пути нет. Данди снимает полностью весь узел. Это турбина со всеми патрубками и подходящими к нему системами для того, чтобы добраться до этой точки, которую нужно заваривать. Ожидаем по дороге, может быть, кто-то будет проезжать, у кого есть сварка. Это возможно в какой-то техничке. Шансы невелики, но мы попробуем использовать все, что есть. Но помощи в марафонский день ждать было неоткуда. Все понимали, что починка турбины в таких условиях вряд ли возможно. Исхода экипажа не избежать. Раненый японский автомобиль. Идет медленно, но идет. Мы бы тоже так хотели. Но пока наш механик Данди по прозвищу Крокодил ничего не боится. И готов сейчас любому надрать морду, потому что он очень злой. Сейчас его лучше не беспокоить. Мы ждем сварку. Если будет сварка, тогда он будет веселый. Алексею пофиг все, потому что у него отпуск на работе. Ну, пейзаж, конечно, незабываемый. Мы находимся на уровне облаков, если так видно будет, как облака покрывают горы, прям стелят. И потом так стекают через горы. Высоко-высоко в горах.
где самая безжизненная пустыня мира. Атакама. Подошла машина, ребята из Словакии. У него есть то, что нам нужно, есть сварка. Мы попробуем сделать что-то. There's no benzene in generator? Benzin. You know have? Есть электростанция, есть сварка, нет бензина. Задача облегчилась с одной стороны, а с другой стороны она стала еще интереснее. Есть сварка, есть электростанция, нет бензина. Прошло 6 часов. Ушла одна из наших надежд. Сварка, генератор, но нет бензина для генератора. Даже смешно. Прошло 6,5 часов. Доехала машина ассистенции, в которой должна быть сварка. Сейчас мы посмотрим. Может быть, получится. Видите, они по пути поймали курицу. Бедная курица. Il s'est trompé, mon collègue, il a voulu appuyer sur le bouton vert. Ouais, quoi il sert la pièce là? Ребята предлагают снять коллектор для того, чтобы его уложить и хорошо очень проварить тот узел, который нам нужен. Поставить на место эту шайбу, которая отвалилась, и ее все-таки зафиксировать. И они сами не могут это сделать. Говорит, что очень сложная работа. Но наш механик сказал, что он сможет сам это сделать своими руками, если будет сварка. Солнце садится, и сейчас будет очень холодно. Еще через 15 минут будет темно. Поэтому нам нужно поторопиться. Прошло 7 часов, мы сняли коллектор, пытаемся заварить. Французские ребята имеют 3 таких боевые технички. Они едут в канале, едут, конечно, медленно, потому что груженные инструментом, оборудованием. И они оказывают вот такую вот помощь для нуждающихся. Но есть небольшое но. Нужно купить билет заранее, и тогда ты имеешь право на этот ассистанс. И после того, как ты имеешь этот билет, ребята подъезжают, если они оказывают тебе какую-то помощь, то это время считается как таксометр, и по таксометру нужно будет потом заплатить денежки. Вот так. C'est d'avoir une lumière par ici là. Работа тонкая, работа важная. Сделать сейчас так, чтобы потом опять не пришлось разбирать полмашины и что-то сваривать. Сделали хорошо, настоящий профессионал. Сейчас уже зачистка и будем устанавливать на место. Сначала коллектор, потом турбо и соединять все вот эти вот патрубки. Данди, красавчик, справился с задачей. 11 часов простоя и 7 часов работы занял для того, чтобы автомобиль дальше тронулся. Но Данди сделал это, и ребята из команды Баку, вот сейчас они заканчивают. Один там, один здесь. Привет. Мы стартуем, если получится доехать, будем счастливы. Значит, завтра мы едем опять в гонку. Дакар продолжается. У многих автомобилей по подобным причинам это сход. Вчера механик отработал на 5. Он, можно сказать, сделал невозможное. I was working 4 years in truck racing, but now I can say the truck racing it's nothing. Он сделал такой ремонт, который делают только в сервисе. Он был просто лучший механик, а стал лучшим из лучших. Все было по-настоящему. Вот что значит для людей Дакар. Хочется верить, что все хорошо. Мы верим в хорошее и надеемся на лучшее. Есть мандраж, мы будем стартовать.